В последние дни в социальных сетях циркулирует несколько изображений, созданных искусственным интеллектом, изображений, призванных заставить небольшую часть подписчиков определенного шипа поверить в реальность их воображаемой пары, несмотря на неопровержимые доказательства обратного. Сторонники этой идеи делают это скорее из желания преуменьшить значение происходящего с Тэгуком, чем из искренней веры. Им неприятно видеть, как Тэхён и Чингук переживают настоящий, спонтанный и видимый момент, созданный не искусственным интеллектом, а ими самими. Но зачем настаивать на вере в то, чего нет, игнорируя недавние действия Тэгука, демонстрирующие их близость? Изображения, созданные искусственным интеллектом, на первый взгляд могут показаться убедительными, но они не соответствуют событиям, развернувшимся перед тысячами людей. Потому что Тэхён, сидящий на коленях у Чингука в самолете после недели, проведенной вместе в Корее, не мог быть сфабрикован искусственным интеллектом. Это было реальное действие, свидетелями которого стали все присутствующие, и которые они разделили практически в режиме реального времени. В последние месяцы Тэхёна и Чингука неоднократно видели вместе обедающими, тренирующимися в спортзале или бегающими на свежем воздухе. Это не слухи и не теории, есть фотографии, видео и свидетельства очевидцев, которые это подтверждают. Пока некоторые заняты созданием фейковых изображений, Тэхён продолжает проявлять себя в повседневной жизни, демонстрируя, насколько близки их отношения, заставляя факты говорить громче любого цифрового монтажа. Пока некоторые тратят время на создание низкокачественных монтажей, чтобы поддержать фантазию, Тэхён и Чингук продолжают ходить в спортзал почти каждый день и наслаждаться временем вместе, не пытаясь ничего скрыть. Пока некоторые продолжают настаивать на том, чего никогда не было, Тэхён делится видео из ресторанов или мест, которые он и Чингук тоже посещали. Те, кто распространяет фейковые изображения, похоже, больше нацелены на нападки, чем на принятие правды. Они настолько одержимы попытками унизить Тэхёна, что не понимают, пока они манипулируют фотографиями, Тэхён и Чингук делают вместе гораздо больше реальных вещей. Даже попытки отвлечь фанатов, используя псевдонимы или посещая публичные мероприятия, в конечном итоге терпят крах. Некоторые утверждают, что Тэхён был на концерте определенного человека, и это что-то значит, но факты говорят об обратном. Тэхён посетил мероприятие с Намджуном и Хоби, и все трое сфотографировались с вокалистом. Ничего скрытого или подозрительного, просто друзья наслаждаются выступлением. Тем не менее, находятся люди, которые манипулируют ситуацией, чтобы доказать то, что, сколько бы раз это ни повторялось, остается нелогичным. Самое поразительное, насколько отчаянно некоторые люди, похоже, нуждаются в одобрении Тэхёна, чтобы поддержать человека, чья репутация была разрушена. Они думают, что если смогут связать имя Тэхёна с кем-то, это придаст им авторитета, хотя на самом деле Тэхён совершенно не обязан защищать кого-то, кто никак не связан с его жизнью. И наоборот, когда Тэхён выражает поддержку Чингуку, будь то напрямую или косвенно, некоторые пытаются преуменьшить это, выдав за это просто жест дружбы, хотя контекст явно подразумевает нечто большее. Логика, кажется, исчезает, когда дело касается Тэхёна. Те, кто отрицает их близость, всегда находят причины подтвердить другие отношения и выдать их за настоящие. Но когда фанаты Тэхёна отвечают похожими аргументами, ссылаясь на улики, моменты и совпадения, их тут же обвиняют в преувеличении или видении того, чего нет. Разница очевидна. Нам не нужны фейковые технологии, чтобы подкрепить свои убеждения. Факты и действия Тэхёна и Чингука говорят сами за себя. Более того, время показало, что слова вроде «отдалились» больше не актуальны в истории Тэхёна. Годами люди пытались убедить их в том, что они отдалились друг от друга, но их недавнее появление, частые встречи и то, как естественно они делятся своей повседневной жизнью, говорят об обратном. Небольшая пропасть, которая, возможно, существовала 2 года назад, ничто по сравнению с пустотой, которую сейчас испытывают те, кто пытался навязать то, чего никогда не было, и именно это ранит их сильнее всего. Самое интересное, что Тэхёну и Чингуку не нужно делать громких заявлений, чтобы показать свою близость. Они просто живут такими, какие они есть, появляются, когда им хочется, и делятся моментами, которые сами выбирают. Ничего непринужденного или надуманного. Нет нужды манипулировать образами или устраивать скандалы там,
где их нет. Их близость говорит сама за себя, и каждое новое появление вместе только подтверждает то, что многие и так знают, их отношения остаются крепкими и настоящими. И пока некоторые все еще полагаются на фейковые фотографии и выдуманные истории, Тэхён продолжает добавлять реальные моменты. Их единение, смех и повседневные привычки не сравнятся ни с каким искусственным интеллектом. Пока некоторые пытаются отвлечь слухами, правда остается ясной, Тэхён и Чингук продолжают строить свою собственную историю, не нуждаясь в сфабрикованных доказательствах или одобрении тех, кто предпочитает жить в фантазиях. Даже когда пыль утихнет и разногласия в интернете постепенно стихнут, останется неоспоримая реальность. Тэхён и Чингук продолжают идти бок о бок в реальной жизни, а не в вымышленном воображении. Время стало самым честным свидетелем всего, через что они прошли, от легких смешков среди плотного графика, от взглядов, которые, кажется, говорят больше 1000 слов, до простых мгновений единения, не требующих камер или публичного признания. Никаких официальных заявлений, никаких пространных объяснений. Того, что они показывают, достаточно для любого, кто по-настоящему понимает язык молчания и единения. Они прошли через годы, когда каждый шаг анализировался, каждая улыбка становилась новостью, а каждое совместное присутствие мировой темой. И все же, несмотря ни на что, они решили оставаться собой двумя людьми, которые растут, меняются и продолжают понимать друг друга, не пытаясь ничего доказать миру. Тэхён, в своей тихой и утонченной манере, всегда умел совмещать личную жизнь с вниманием общественности. Он ничего не пытается скрыть, но и не выставляет на показ несущественное. Чингук же, напротив, с его почти невинной искренностью, всегда позволял своим поступкам говорить громче слов. Когда они оказываются в одном пространстве, мир словно замедляется, потому что между ними всегда есть что-то, что никакие линзы, алгоритмы или цифровые манипуляции не могут скрыть – подлинность. И, возможно, в этом и заключается прелесть этой истории, не в уверенности в статусе или ярлыках, которые на них навесили другие, а в том, что они оба присутствуют рядом друг с другом, даже молча. Ведь не все отношения нужно выкрикивать, чтобы почувствовать себя настоящими. Некоторые просто ощущаются сквозь понимающие взгляды, без особой нужды в словах. Они выросли вместе под светом софитов, но не сбились с пути. С первых дней в общежитии и до сих пор, когда они шагают по городским улицам более зрелыми шагами, между ними есть неизменная преемственность, комфорт друг с другом, который невозможно подделать. Среди всех слухов, которые приходят и уходят, среди всех фотоманипуляций и выдуманных историй, остаются реальные доказательства, маленькие моменты, составляющие основу чего-то гораздо большего, чем просто корабль. И те, кто пытается поколебать эту основу фальшивыми технологиями, повторяющейся ложью, в конечном итоге сталкиваются с реальностью, которую не могут стереть. Каждый раз, когда Тэхён и Чингук появляются вместе, мир замирает, чтобы обратить на них внимание. Не из-за ощущения, а из-за подлинности, которая ощущается даже сквозь экран. Каждое взаимодействие, каким бы незначительным оно ни было, несет теплоту, которую не может передать ни одна машина. Каждый их смех, каждый момент единения, кажущийся таким естественным, это отражение чего-то, что давно выросло не из-за популярности, не из-за необходимости, а по собственному выбору.